Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Все ставят дома аквариумы с красивыми рыбками, и мало кто задумывается, что большинство из них хищники, потому что только они могут позволить себе столь агрессивный окрас. Вот и сегодня у нас в гостях вроде бы весьма милый аквариумный шарик, который на деле далеко не милый. Встречайте тетрадона, вид лучеперых рыб семейства иглобрюховых. Вообще, тетрадоны или четырехзубые – это очень интересная группа рыб. С одной стороны, они выглядят мило и забавно, с другой являются типичными хищниками и практически никому в аквариуме не дают покоя. Тетрадон имеет большое количество подвидовых экземпляров, которые отличаются размером, окрасом и особенностями характера. Большинство разновидностей семейства тетрадонов живет в морях. Мускулатура этих рыб содержит яд, про который многие наверняка слышали. Яд фугу. Тетрадоны как раз и являются близкими родственниками известной рыбы фугу. В случае опасности эти рыбки способны раздуваться, наполняя особый орган, отходящий от желудка. Таким способом они резко увеличиваются в размерах, чтобы отпугнуть хищника. В дополнение к этому у многих видов на концах чешуек имеются мелкие колючки, выступающие в роли дополнительной защиты. Внешний вид рыбок очень забавен. Яйцеобразное тело с непропорциональной головой и крупными глазами, отсутствие брюшных плавников, зачастую пятнистая окраска и постоянно улыбающийся рот. Туловище плотное, постепенно снижается к маленькому хвостовому плавнику. На спине отмечается характерная горбинка, рот небольшой. Интересный факт: глаза этих рыбок могут двигаться независимо друг от друга, что позволяет тетрадону следить за обстановкой, не двигаясь с места. Длина тела в зависимости от вида составляет от 3 до 67 сантиметров. Отсутствие брюшных плавников никак не сказалось на маневренности тетрадонов. За движение отвечают крупные грудные плавники, позволяющие рыбкам резко менять направление и плыть хвостом назад. Окраска весьма разнообразна и зависит от конкретного вида. Различные виды тетрадонов широко распространены в водоемах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Океании и прибрежных водах Индийского океана. Типичный биотоп тетрадонов – это дельта реки, впадающей в океан. Питаются ядовитые шарики моллюсками, раковины которых они раскалывают своими мощными зубами. Аквариумистам рыбки стали доступны только в начале 20 века. Тетрадоны, несмотря на свою милую внешность, довольно неуживчивые рыбки. Мелкие виды они воспринимают как корм, а крупные могут пострадать или лишиться плавников во время нападений таких буйных соседей по аквариуму. Соседи же к тетрадонам лучше подбирать соразмерных и подвижных рыб, хотя это тоже не гарантия их целостности. Рыбки совершенно несовместимы с улитками, так как основным кормом для тетрадонов как раз и являются разнообразные моллюски. Не стоит экспериментировать и с подсаживанием к ним креветок. Соответственно, небольшие трудности
трудности появляются при составлении рациона тетрадонов. Прежде всего, необходимо их обеспечить достаточным количеством разнообразных улиток. Это не только их основная еда, но им еще и надо постоянно стачивать свои зубки. Хорошо поедают тетрадоны замороженные и живые корма и практически не реагируют на сухой корм, хлопья или гранулы. В домашних условиях эти ядовитые шарики способны прожить до 10 лет. А вам нравятся аквариумы? Например, в Азии просто настоящий культ на золотых рыбок. Они есть почти в каждом доме. По их мнению, наличие золотых рыбок сулит непременное богатство, что, кстати, вполне работает, учитывая, как поднялась за последние десяток лет вся Юго-Восточная Азия. А как вы думаете, что предвещает такой ядовитый шарик в аквариуме, как тетрадон? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!